любителям вязания! Вы на канале Вязания с Маришуткой Крючочкиной. Сегодня я вам расскажу про итоги октября месяца и построю планы на ноябрь. Если честно, вот как-то не могу я отснять это видео. Обещала, что оно должно выйти сегодня. Сегодня вторник, 5 ноября. Как бы уже давно пора подвести итоги, какие-то планы построить. В принципе, я это сделала, не могу только перенести все в видеоформат. Какая-то сложная у меня неделя, у меня сбой со сном, поэтому и немножко тяжеловато отснять это видео, но надеюсь, у меня все получится, и я вам все расскажу. Ну, давайте потихонечку начнем. Итак, по планам на октябрь у меня было поучаствовать в ярмарке в торговом центре Трио у нас в городе. Я не решилась на это мероприятие, все-таки ярмарка была платная, и я считаю, что правильно сделала. Получилось, что я договорилась с девочкой, и она взяла немного моих брелочков. В итоге были совсем маленькие продажи. Вот хотя у нее она вяжет плюшевые кружки, у нее были хорошие продажи. Но мои полухлопковые почему-то совсем не покупались. Даже была ведьмочка на ярмарке, но ее спрашивали, кстати, она сказала, что один человек спрашивал цену, но показалось человеку высоковатая, поэтому ее не приобрели. А так, очень мало чего смотрели. Мне, по-моему, 3 или 4 только продалось брелочков. Но я в основном и давала брелки. Кроме брелочков, у меня была только вот эта вот кукла-ведьмочка. И все. Так что я считаю, что неплохо, что все-таки на нее не пошла. Хотя, кто его знает, если бы был отдельный стол с моими полухлопковыми игрушками, возможно, был бы другой результат. Но, ладно, неважно. Так, следующий пункт плана у меня был за один день делать контент на неделю. Пока у меня так не получается. Однако, октябрь показал себя с самой лучшей стороны по поводу ведения соцсетей. Я их достаточно хорошо вела. Практически ни по каким пунктам не залипала, да, единственное, что у меня немножко с шотсами почему-то стала проблема, как-то они у меня западают, я иногда забываю их выкладывать, иногда забываю даже их отснять, ну вот как-то так. Зато большие видео, записи, да, там какие-то посты, статьи у меня выходят так, как я и планировала. Поэтому ладно, ну что поделать. Кстати, я придумала новую рубрику для ВК, пока она у меня только в ВК есть. Кстати, говорите, как вам вообще вот такая вот рубрика? Сейчас расскажу, что за рубрика-то вообще. Рубрика, что-то я все время повторяю одно и то же слово. Короче, я каждый день делаю фотографию вечером, да, запись это, ну, для ВК это запись, да, ну, я пока в ВК только и делаю. Запись того, что я связала за день. То есть это фотография, плюс я немножко отчитываюсь, как бы, что у меня повязалось. И достаточно интересно, вот даже мне, мою посмотреть продуктивность, да, как я вязала. Вообще, мне кажется, я эти посты начала вести еще с прошлого месяца, с сентября. Да, по-моему. Потому что сейчас 47-й день. Что сподвигло меня на эту рубрику? Сподвигло меня то, что я участвую в 100-дневном марафоне с Эвелиной Той. Сейчас у нас 47-й или 48-й день уже. Вот. И я, естественно, что все равно на вечер фотографирую отчет, да, что я повязала за день. И, соответственно, почему бы мне не выложить запись? И пока, еще раз повторюсь, у меня только в моем ВК-сообществе Маришутка МК выходят эти посты, да. Если вам интересно, пишите, я могу дублировать эти же посты на Дзен и на YouTube тоже, почему бы нет. Так что, если вам интересна такая тема, и вы не можете по каким-то причинам, да, находиться часто в ВК, либо, да, просто заходить в эту соцсеть, то пишите в комментариях, я постараюсь, да, дублировать эти посты.
Но вот единственное, конечно, у меня вот что все равно я за один день не успеваю, да, сделать весь контент, как и хотела. Почему-то, как только подходит пятница, я говорила, что хочу делать этот день пятницы, да, в который я буду делать весь этот контент. И капец, у меня какие-то форс-мажорные постоянные обстоятельства, то мне в поликлинику надо, то мне еще куда-то надо. И я постоянно вот так вот кручусь, да, и поэтому не получается. И я растягиваю контент на неделю. Хотя вот по своим ощущениям понимаю, что 2 видео, у меня выходит сейчас 2 видео в неделю. 2 видео отснять за один день и отредактировать, а еще и залить, это пока что для меня нереально. Посмотрим, что будет дальше, но пока что нереально. Возможно, какие-то, ну вот, с планами и итогами можно видео отснять вместе с визавлогом, да. Сейчас я визавлога, который я обычно в пятницу доснимаю. Но мастер-класс это однозначно, что невозможно сделать. Для того, чтобы отснять полноценный мастер-класс, нужен как минимум целый день. И то за один день это сделать тоже достаточно сложно. Но у меня в этом месяце это получилось. Это прям итог и итожище. Я отсняла мастер-класс, который даже не планировала. У меня по планам на октябрь был видео-мастер-класс по змейке. Но я выложила своих готовых аистов. И как-то я смотрю, такой интерес к этому мастер-классу возник, что я решила, раз столько запросов, надо обязательно отснять этот мастер-класс именно сейчас. Вот аист, который можно связать с помощью моего мастер-класса. Если вы еще мастер-класс не видели, обязательно переходите. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании к этому видео. Я оставила этого аиста в виде просто игрушки. Его можно сделать, естественно, что брелоком прицепить либо сюда, либо, как я делала, вот сюда вот к крыльям. Да, и будет вот такой супер брелок. Но для меня этот брелочек немножко большеват. Хотя вот заказчице я вязала, ей все прям понравилось. Да, кстати, один из итогов у меня заказали 3 таких аистов. Я, естественно, что быстренько их связала и отдала заказчице. Ей все очень понравилось. Она оставила хороший отзыв. И у меня прям, знаете, так приятное такое состояние внутри. Естественно, что когда вяжешь игрушки, когда получаешь отзыв, то я не знаю, как передать эти чувства. Ты на 7-м небе от счастья. Так, наверное, будет правильно описать то, что творится внутри у человека, который создал эту игрушку. Тем более, что раз мастер-класс я делала, соответственно, я ее делала просто чисто по фотографии. Естественно, что это чья-то задумка. Не знаю, чья. Я пробовала найти мастер-класс такой. Не нашла ни в каком доступе, ни в платном, ни в бесплатном, ни в каком. Не знаю, откуда девушка взяла такой брелочек. Может, где-то в Пинтересте просто нашла фотографию. Не знаю, чтобы мне скинуть. Но я связала именно то, что было фото. Девушка сказала прям 1 в 1 то, что на фото. Ну, мне кажется, навряд ли 1 в 1, но очень сильно похоже. Вот аист. Так, еще раз вам хорошенько покажу. Вы можете тоже связать такого же с помощью моего мастер-класса. Мастер-класс пока в видеоформате. Обязательно в этом месяце, вот, забыла написать в план, выйдет в в текстовом формате. Это будет либо в Дзен, либо, нет, не либо, и в Дзен, и в ВК обязательно. Еще один пункт плана, да, у меня было работать именно по планам, да, мне кажется, я практически справилась, ну, практически. Под конец месяца, последние, наверное, недели-полторы, ну, может быть, неделю, да, у меня так получилось, что я вообще не писала никакие, ну, я имею в виду в плане ежедневные, да, какие-то планы. По соцсетям, конечно же, у меня планы есть, я их соблюдала, а именно по вязанию, по каким-то домашним делам, еще почему-то я планы не писала, и мне это очень... не это, а
из-за этого у меня мало результатов получилось и по вязанию, и по всему остальному. Потому что, ну, как-то вот когда нет этой структурированности обязанностей, как-то все проходит мимо меня, такое ощущение. Не знаю, мне нравится по планам жить. Единственное, что почему я сорвалась, да, с этого момента, что я перестала писать планы именно по вязанию, потому что у меня постоянно западали эти планы, у меня постоянно не получалось что-то именно двигаться по планам, и меня это жутко прям напрягало, и я решила отодвинуть на задний план вот это все и делать как есть. Но получается не очень, если честно. Вывод я для себя сделала, что да, иногда хочется, да, чтобы вообще ничего не планировать, а вот захотелось, то и вяжи, да, там захотелось там вообще ничего не делай, да, ну это ужасно. Ужасно ничего не делать, потому что я тогда себя вообще как-то разбито-убито ощущаю. Но неважно, должно быть иногда такое, потому что, ну, конечно, строго идти по плану тоже жесткач. Но это не должно быть, да, там каждый день в течение какого-то времени. Это может быть 1-2 дня, например, в неделю. Мне кажется, этого будет достаточно. Ну, возможно, одну недельку какую-то не по планам можно прожить, в итоге получив какой-нибудь минимальный результат своей деятельности. Но такое тоже иногда должно быть, потому что, ну, блин, жить по правилам тоже не особо интересно, согласитесь. По вязанию, да, следующий пункт плана, самое огромное у меня было, это планы по вязанию игрушек, брелочков каких-то. Я с него полностью слетела. Это просто, я не знаю, какой-то ужас в этом месяце. Ну, я и говорила, что даже, мне кажется, не последнюю неделю я слетела с планов. Мне кажется, что я практически весь октябрь, да, по вязанию ежедневно вообще не писала практически никаких планов, потому что у меня основное было вести соцсети, а вязание уже как придется, как что успеется. Ну и итог 33 игрушки за месяц. Ё-моё, 33! Если в прошлом месяце, вот даже специально погляжу, 140 было игрушек связано, но это, конечно же, в основном были брелочки, то в этом месяце у меня только 33 игрушки. Из них, не брелочков, да, было связано только 2 игрушки. Это ведьмочка, ну, она достаточно сложная в исполнении, не в плане сама ведьмочка, да, а в плане количества аксессуаров, которые у нее есть, кроме того, что у нее вся одежда съемная. Давайте, наверное, немножко поближе я покажу, да, вот моя ведьмочка, она достаточно небольшая, но у нее одежда вся съемная, обувь съемная, плюс у нее идет котелок, в котелке, ну, не буду показывать, показывала в каких-то видео, да, в котелке зелье, там малюсенькие совсем игрушечки, полуигрушечки связаны, плюс ложка, да, для перемешивания зелий, и плюс вот такая вот метелка. То есть из-за того, что очень у нее много аксессуаров, она вяжется достаточно долго. Так, и остальные все у меня были брелочки. И сейчас смотрю на свой список игрушек и брелков, которые связала, и забыла. У меня же в октябре, как никогда, вышло 2 видео мастер-класса. Один мастер-класс это по вязанию желудя крючком, да, второй по вязанию аиста. Причем желудь, мастер-класс по вязанию желудя совсем-совсем для новичков. Только так что, если вы только что взяли крючок в руки и мало-мальски там что-то вязали когда-то, то этот мастер-класс супер подойдет для вас, и вы сможете сразу, да, начать с вязания какой-то минимальной игрушки. Ну, игрушки, ну, вряд ли, брелочка, скорее всего. Так, давайте перейдем на стол, и я покажу все то, что навязала за этот месяц. Итак, первое, что я связала, это я связала брелочек сердца, потому что у меня парные брелочки сердца, и один из таких брелочков я занесла в магазин. По-моему, я вязала красный, ну, не знаю, может быть, какого другого цвета, я уже не помню, не записала себе. Так, дальше я вязала ведьму, показывала ее. Дальше я вязала вот такой вот желудь, мастер-класс
по этому желуди с оформлением личика есть у меня... Так, это видео мастер-класс. Вот, что я запнулась. Так что, кому интересно, можете переходить, смотреть. Так, дальше, что у меня был? Эльфик по мастер-классу Натальи Бабко. Вот такой вот красавец у меня связался. Я участвовала, ну, не знаю, это не марафон, наверное, был, в год Бабко, да, мы там вязали игрушки по мастер-классам Натальи Бабко. Вот такой вот чудесный эльфик. Я думала, будет маленький, оказался достаточно большим. Дальше я для ярмарки, для девочки вязала вот такие вот глазки. 3 штучки. К сожалению, ни один не продался. Вот раз, два. И вот третий глазик. То есть 2 зеленых и 1 голубенький глазик я связала. Быстро достаточно прохожусь. Если что, пишите мне, если хотели что-то поподробнее рассмотреть или про что-то хотели спросить. Так, аисты я уже показывала. Связала в этом месяце, получается, их 5 штук. 3 у меня ушло, 2 есть. Вот один, но второй практически точно такой же. Пусть вот тут у меня лежит, да. Потом я связала квадратик пледа, который отправила Наталье Бабко в рамках участия в совместнике типа плед дружбы, плед Бабко. Вот. Я его отправила. К сожалению, фото, наверное, не сохранилось. Но если сохранилось, я вот сюда вот куда-нибудь вставлю. Дальше я связала для Наташи вот такие вот смайлики. Ну и решила для себя таких малышей связать. Потому что у меня таких маленьких нет. У меня в основном только большие брелочки, российские и белорусские остались. Так, вот. Это у меня навязалось. Дальше я связала дубовую веточку. Вот такую вот красоту, которую можно использовать как фотофон, фотореквизит, не фотофон, фотореквизит. Либо просто для интерьера, куда-то ее на столик журнальный положить, либо на камин. Мне тоже кажется, отлично будет смотреться. Вот такая красота у меня. Дальше я связала 3 шариков котиков по иностранному мастер-классу. Не скажу, что легко дались, но как есть. Вот такие вот. Единственное, что им не прикрепила веревочки, чтобы на елку вешать. Это елочные игрушки. Не знаю, мне больше всего этот нравится. С рожками. Немножко замялись рожки, потому что лежат у меня в контейнере и ждут своего часа, потому что еще будут вязаться, скорее всего. Но я уже не знаю. Еще 3 котика хочу связать по тому же мастер-классу. Но там немножко другие. Там с жаккардовым рисунком. Ну, пока подумаю насчет них. В планах они у меня стоят на этом. У меня связались вот таких 5 чудесных змеек. Мне кажется, они такие хорошенькие достаточно получились. Хотя мастер-класс мне изначально не понравился. Так, кто чей мастер-класс, я особо не помню. Но ссылки на все мастер-классы есть в моей группе в Telegram. И ссылочка будет на эту группу в описании к этому видео. Дальше у меня навязались, по мне, так самые чудесные игрушки этого месяца. Это вот эти миньончики. Не могу, их просто обожаю. 2. И вот здесь вот упакован уже 3. Мне они очень-очень нравятся, хотя по мастер-классу они достаточно непростые. Мастер-класс, по-моему, на русском языке. Ну, ссылочка точно есть уже в Telegram у меня. Хотелось бы еще их навязать, но, скорее всего, буду под запрос. Хотя вот увидела фото красивых миньончиков, немножко по-другому связаны. Не знаю, мне очень нравятся эти миньоны. Они такие веселые, такие достаточно интересные. Можно их вязать. Дальше у меня связалось 3 котика. Забыла батон, буханочки. Вот такие вот. Мне они как-то не очень зашли. Ну, не знаю, маме очень понравились. Моей. И не знаю, по мне так они какие-то неказистые. Так, и вот рыженький 3. Ну, пускай тоже будут, хотя котиков много, зато проверила мастер-класс. Ссылка на мастер-класс тоже есть в моей группе.
Дальше я связала елочки. Елочки, вот это вот связан по мастер-классу чужому. И я сделала еще свою маленькую елочку. Про мастер-класс по этой елочке еще пока думаю. Вот такие они чудесные. Украсила их бусинками. С одной только стороны, со второй не украшала. Хотя можно как бы сделать и украсить их с обратной стороны. Мне кажется, они получились достаточно шикарные. Ну вот и все, что у меня навязалось за этот месяц. Достаточно такие небольшие совершенно результаты. Но все равно, посмотрите, сколько разнообразия. Игрушки разные. Так, забыла еще про планы рассказать, да, про вот этот вот пункт, да. Я планировала один день в неделю в выходной, в воскресенье. Ну, такое себе, 50 на 50 получилось у меня. Я, в принципе, стараюсь в воскресенье особо не там вязать что-то по планам или еще что-то. Все равно, конечно же, работаю. Во-первых, я участвую в марафоне. Если я не буду каждое воскресенье вязать, я с него слечу. Но как бы стараюсь, да, не сильно себя загружать, а минимально что-то повязать хотя бы только для отчета. Но полноценного выходного у меня так и не получилось. Так, давайте перейдем к следующему пункту плана, который у меня был. Это участие в марафонах. Рассказала уже, что в куче поучаствовала, да. В одном до сих пор еще участвую. Это 100 дней вязания, да. Там я не слетела, потихоньку вяжу. Участвовала я в марафоне «Осенний бум амигуруми». Я с него тоже не слетела, все отчеты вовремя высылала. Единственное, что я не участвовала ни в каких номинациях, потому что рассказывала в каком-то из влогов, я не смогла выполнить одно из условий марафона, это быть активной у спонсоров. Не смогла смотреть их видео, не смогла сидеть в их соцсетях, потому что, ну, просто катастрофически не хватало на это времени. Ну, зато есть на марафоны не слетела, и все, что хотела связать по нему, ну, практически все в принципе связала. Я там особо не планировала, да, какие-то основные игрушки. Было у меня, я под номинацией подстраивала игрушки. Еще про марафоны забыла сказать. Очень сильно хотела поучаствовать в марафоне 101 Cotton Toys. Давным-давно видела, что проходит этот марафон, да, достаточно, он, по-моему, 4 раза в год проходит. Я и не уверена в этом, но, по-моему, так. Я всегда наблюдала за вязальщицей, мне так хотелось повязать. Там одно из условий снимать видео отчеты. Ну, прям хотелось мне очень поучаствовать. Но когда начался этот марафон, я уже участвовала в марафоне «Осенний бум амигуруми». И мне как-то, и 100 дней вязания, да, и как-то я не понимала, как это мне распределить тогда игрушки, чтобы одни игрушки в один марафон шли, другие в другой. Ну, как-то такое себе, это сколько головной боли. А одно и то же показывать, я посчитала, что это нечестно, поэтому и не поучаствовала в этом марафоне. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки найду время для того, чтобы поучаствовать и в таком чудесном марафоне. И не отходя далеко от марафонов, по планам у меня было продумать свой марафон. Я это сделала. У меня уже есть конкретные задумки, все расписано. Осталось только доделать, но это уже тогда переходим к планам на ноябрь месяц. Как раз уже заговорила про марафон, ну, конечно же, да, расскажу. Марафон. Пока еще вот как-то не выбрала название, но мне вот нравится успеть до Нового года или все сделать до Нового года. Ну, вот что-то такое. Марафон будет длиться месяц. Наверное, все-таки нужно начать. Я думала, с 1 декабря начать, ну, как-то по 31 декабря марафон проводить. Ну, согласитесь, такое себе. Поэтому решила, что, скорее всего, он будет в конце где-то ноября, 25-26 числах начинаться. И будет ровно месяц, чтобы мы с вами все успели доделать
доделать к Новому году. Там будет очень интересно, ну, очень интересная у меня задумка. Давайте не буду ее немножко сейчас озвучивать. Узнаете поближе к марафону. Ну, он уже совсем-совсем скоро, поэтому сниму, конечно же, отдельное видео и все-все-все вам расскажу. Ну, мне еще немножко нужно кое-чего доделать для него. Ну, это, естественно, уже входит в план на ноябрь. То есть доделать все к марафону, отснять видео по марафону и, конечно же, начать вместе с вами этот марафон. Естественно, что я буду в нем участвовать, потому что у меня тоже очень чего много нужно доделать до Нового года. Дальше у меня в планах, ну, под вопросом вот этот вот, если честно, план. Не знаю, после той провальной ярмарки в Трио, да, стоит ли мне участвовать в какой-либо другой. 8, по-моему, ноября, то есть в эту пятницу, да, будет ярмарка в Полоцке, да, это город, один из городов Беларуси, да. От нас, по-моему, километров 100-120 вроде бы, может, я ошибаюсь. Вот. Но ярмарка проходит на улице, палатки у меня нету, поэтому я еще по этому поводу думаю. Не знаю, не уверена, что в ноябре стоять на улице с игрушками, это какое-то, даже если будет погода хорошая, ну какое-то, не знаю, такое. Хотя, если честно, хотелось бы поучаствовать в ярмарке, но посмотрим. Плюс у меня еще муж в командировке, то есть не знаю, получится ли тут найти машину, чтобы поехать с девочками. Посмотрим. Дальше по планам у меня сделать мастер-класс, естественно, что на мою змею в видеоформате. Я думаю, что получится, но посмотрим. Потом у меня сделать мастер-класс по змею Аркадию. Ну ладно, не покажу его вам пока. Он у меня просто лежит в коробке. Это большой змей из полухлопка на каркасе. Вот, то есть он может принимать различные формы. Мастер-класс есть в книге «Символы года» Крючко. Я хочу сделать, естественно, что его отдельным мастер-классом, потому что, ну, год змеи же, да, в любом случае надо. Дальше у меня по планам сделать, возможно, вот тут тоже этот пункт под вопросом, мастер-класс на мою маленькую елочку. Посмотрим, буду ли я его делать, потому что у меня есть еще в планах еще один мастер-класс на еще одну змейку, но ее я даже еще не начала делать. У меня только отрисован эскиз. Вот, поэтому пока думаю по этому поводу. Может быть, я перенесу вот этот мастер-класс на начало декабря. Может быть. Так что будем смотреть. Так, дальше. По пунктам плана, да, идем. Дальше у меня ввести, конечно же, соцсети. Не залипать, не пропадать никуда, а активно вести. Потому что это дает свои результаты. Мне нравится то, что я вижу в статистике. Хочу и дальше, да, чтобы у меня статистика росла, да, росли просмотры. Конечно же, хочется обратной связи от вас. Не забывайте оставлять комментарии, это прям очень-очень приятно, в самое сердечко. И мотивирует на то, чтобы я и дальше снимала всякие видео, полезняшки, просто визовлоги, просто про свою жизнь и что-то еще. Ну, если у вас есть предложение по тому, какое бы вы видео хотели, чтобы я для вас отсняла, пишите в комментариях. Возможно, это какой-то урок, возможно, обзор какой-то пряжи. Пишите все мне в комментариях. Так, дальше. У меня по планам это распланировать, конечно же, подарки. Это входит сейчас в марафон. Потому что подарки я обычно делаю своими ручками. Да, в большинстве это вязаные подарки. Поэтому мне нужно обязательно это сделать, но это уже ближе к марафону все будет, чтобы успеть их за месяц. Ну вот я не знаю, успею ли я за месяц сделать, потому что у меня уже есть задумки, они были еще, наверное, полгода назад, да, для некоторых подарков, они там достаточно непростые. Не знаю, смогу ли я уложиться.
связать их в месяц. Ну, посмотрим. Так, и последний пункт планов, это плана на ноябрь, да, это вязание по моему списку. У меня там очень много пунктов, но в основном это новогодние какие-то уже игрушки, либо змейки. Все уже к Новому году. Не буду полностью его озвучивать. Все увидите в вязовлогах. Я буду потихоньку навязывать, потихоньку рассказывать, как я двигаюсь по плану. Думала, это видео займет у меня 10 минут, но что-то я, как обычно, разболталась, и получилось достаточно длинное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Конечно же, если понравилось, поставьте мне лайк. Ну, а если еще не подписаны, подписывайтесь. У меня много очень всего интересного на в любой, да, соцсети, на которой вы смотрите это видео, будь то ВК, будь то YouTube, будь то Дзен. Я и мастер-классы даю, и какие-то уроки, и какие-то полезняшки. Ну, еще раз повторюсь, всегда открыта для ваших предложений. Ну, а на сегодня всем пока!